Кинолог Томас затаил дыхание, когда 14 немецких овчарок окружили маленькую девочку, которая часто помогала ему по хозяйству. Однако, когда она подняла руки, собаки взбесились и сделали что-то совершенно неожиданное. Томас был типичным сельским жителем. Он был известен всему городу своей глубокой любовью к животным, особенно к немецким овчаркам. Он всегда был очарован умом, преданностью и благородным характером этих великолепных собак. Немецкие овчарки – порода служебных собак, зародившаяся в Германии. Некоторые люди считают эту породу агрессивной из-за их известной безжалостности к врагам, в то время как другие твердо убеждены, что при правильном обучении и социализации они могут быть такими же игривыми, как и любая другая порода. Томас, конечно, твердо верил во вторую теорию. Маленьким мальчиком он рос с немецкой овчаркой по кличке Макс, которая стала его ближайшим компаньоном и лучшим другом. Непоколебимая преданность Макса и его натура защитника оставили неизгладимый след в сердце этого человека. Он считал неправильным, что многие люди считают этих собак свирепыми и агрессивными, и посвятил свою жизнь изменению этого представления. Однажды, волею судьбы, Томас наткнулся на местную организацию по спасению немецких овчарок. Организация изо всех сил пыталась найти дом для щенка, который был спасен из сложной ситуации. Щенок был брошен своими предыдущими владельцами и очень грустил в своей клетке. Тронутый историей собаки, он решил усыновить беспомощную собаку, и так начался его путь дрессировки немецких овчарок. Щенок быстро стал его верным компаньоном, всегда находившимся рядом с ним в трудную минуту. Новый владелец собаки усердно тренировал его, направляя интеллект и послушание собаки на выполнение различных задач и занятий. Их связь крепла с каждым днем. Видя, сколько радости и самореализации принесла в его жизнь маленькая собачка, мужчина решил взять еще немецких овчарок и дрессировать их. Томас встречал каждое новое пополнение с распростертыми объятиями и избытком любви. Он создал приют для немецких овчарок, место, где они могли процветать, тренироваться и реализовывать свой потенциал. Его некогда тихое место вскоре стало оживленным центром для любителей собак со всего мира. Шли годы, стая немецких овчарок Томаса выросла до 14. Каждый из них обладал уникальной индивидуальностью, талантами и сильными сторонами. Была Белла – бесстрашная защитница, всегда бдительная и готовая к защите. Луна – кроткая великанша, была известна своим успокаивающим присутствием. Зевс с его мощной смелостью и безграничной энергией был мастером ловкости. Каждая собака была по-своему особенной, и Томас любил их всех одинаково. Но он был не единственным. По соседству жила добросердечная пара со своей очаровательной дочерью Эмили. Эмили прониклась глубокой привязанностью к немецким овчаркам и часто проводила послеобеденные часы, помогая Томасу ухаживать за ними. Каждый день, когда он начинал кормить 14 немецких овчарок, маленькая девочка охотно присоединялась к нему. Она тщательно отмеряла порции питательной пищи. Ее лицо сияло от волнения, когда она общалась с каждой собакой. Немецкие овчарки, в свою очередь, обожали ее присутствие. Они виляли хвостами, лизали ей руки и нежно терлись о нее носами, благодарные за внимание. Со временем роль Эмили в ежедневном уходе за немецкими овчарками расширилась. Она начала помогать с уходом за собаками, расчесывать их шерсть до блеска и поддерживать чистоту и уют в их жилых помещениях. Она также стала частью их тренировок, обучалась командам и техникам у Томаса. Дружба между двумя соседями расцвела и за пределами сферы ухода за собаками. Они часто вместе ели, обменивались историями и смеялись. Всякий раз, когда молодая девушка выходила помочь, пожилой мужчина следил за тем, чтобы никогда не оставлять ее наедине с собаками.
Хотя они были хорошо выдрессированы, он не хотел рисковать. Родители Эмили также предупредили ее, чтобы она не подходила слишком близко к собакам, когда она одна. Несмотря на опасения родителей за ее безопасность, любовь девочки к немецким овчаркам оставалась непоколебимой. Она понимала их беспокойство, но не могла устоять перед магнетическим притяжением, которое испытывала к собакам. Однажды солнечным днем любопытство и привязанность взяли верх, и она решила приблизиться к стае вопреки желанию родителей. Она ждала Томаса, который вернулся в дом, чтобы взять свой фотоаппарат. Они собирались вместе проверить собак, когда у него возникло внезапное желание заснять их на видео, поэтому он пообещал подождать его и вбежал внутрь. Он никогда бы не догадался, что увидит, вернувшись. Подождав несколько минут, Эмили решила подойти поближе к собачьему вольеру и начать свои повседневные дела с того, что сама поприветствует собак. Заинтригованная звуками радостного лая и игривого рычания, Эмили не смогла устоять перед естественным желанием продолжить расследование. Она приблизилась к высокому входу в вольер. Ее сердце колотилось от волнения и трепета. Она медленно толкнула калитку, и когда та со скрипом открылась, до ее ушей донесся каскад гулкого лая. Как только она вошла в вольер, все 14 собак подбежали к ней. Маленькая девочка, не обращая внимания на потенциальную опасность, которая подстерегала ее впереди, продолжала выполнять свою миссию. Когда стая приблизилась к ней, их хвосты задевали высокую траву, создавая гармоничную мелодию глухих ударов. Одна за другой немецкие овчарки окружили маленькую девочку, их шелковистая шерсть касалась ее ног, а мокрые носы нежно касались ее рук. Голодные собаки, казалось, искали еду, которую обещало ее присутствие, но они ничего не могли найти. Пока Эмили наслаждалась вниманием, которое она получала, Томас вышел и увидел открывшуюся перед ним сцену. Бедняга был в ужасе, так как все, что он мог видеть, это 14 голодных собак, окруживших беззащитную маленькую девочку. В тот момент все, о чем он мог думать, это о спасении своей крошечной соседки, но как только он двинулся к вольеру, она подняла руку, и произошло нечто неожиданное. С озорным блеском в глазах Эмили схватила горсть травы и подбросила ее в воздух. Немецкие овчарки мгновенно пришли в движение. Их уши навострились, а глаза неотрывно следили за летающими травинками. С впечатляющей ловкостью и атлетизмом они подпрыгнули в воздух, пытаясь поймать траву в полете. Воздух наполнился смехом, когда Эмили подбросила еще травы. Каждый раз, вызывая живой отклик у собак, они демонстрировали свой атлетизм и ловкость, прыгая с грацией и решимостью. Это превратилось в восхитительную игру в прыжки, когда немецкие овчарки бросали друг другу вызов поймать траву в воздухе. Томас был заинтригован и восхищен этим зрелищем и решил запечатлеть на камеру редкий момент, когда он наблюдал, как маленькая девочка бегала и кружилась. Ее маленькие ножки быстро передвигались по вольеру, а немецкие овчарки гнались за ней, высунув языки от счастья. Солнце отбрасывало золотистый отблеск на их веселое приключение, рисуя живописный вид, который, казалось, принадлежал сборнику сказок. Вид Эмили, стоящей посреди группы немецких овчарок, бросание травы и смех были прекрасны, и Томас был счастлив, что запечатлел это на камеру. Что может быть лучше способа доказать людям, что немецкие овчарки не агрессивная порода и что все, что имеет значение, это их дрессировка и манера социализации. Спросив разрешения у родителей Эмили, он выложил в интернет видео, запечатлевшие необычную встречу маленькой девочки со стаей немецких овчарок. И ему не пришлось долго ждать, прежде чем комментарии начали наводнять его социальные сети. Видео распространилось со скоростью лесного пожара, покорив сердца и умы людей со всех уголков земного шара.
Когда ролик стал вирусным, он вызвал волну благоговения, восхищения и поток положительных комментариев от людей по всему миру. Сообщения хлынули потоком от любителей собак, родителей и искателей приключений, вдохновленных бесстрашием Эмили и абсолютной красотой момента, запечатленного на пленке. Популярность видео взлетела до небес, заработав бесчисленное количество лайков, репостов и сердечных комментариев от близких и далеких людей. Томас был счастлив, что ему удалось пролить положительный свет на собак, которых он так сильно любил. И все это благодаря храброй маленькой девочке. И с того дня маленькой Эмили разрешили самостоятельно гладить и кормить собак. И ее любовь к немецким овчаркам стала только глубже. И это наша сегодняшняя история. Вы когда-нибудь позволяли ребенку проводить время наедине с домашним животным? Чтобы вы подумали, если бы увидели маленькую Эмили в окружении 14 немецких овчарок. Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.